В этом видео мы рассмотрим с вами два возможных варианта приготовления кимпаба с острой чили пастой кочуджян. Начинаем с первого варианта. Начинка может варьироваться от ваших вкусов и предпочтений. Список ингредиентов, которые использую я, приведен в описании. Основные, собственно говоря, поинты данной начинки – это маринованный желтый дайкон. Нам понадобится всего лишь одна полоска, линк здесь, вверху, как это можно приготовить дома, или же можете купить это в магазине корейских продуктов. И жареный фарш с острой чили пастой кочуджян. Здесь тоже линк вверху, как это можно приготовить дома. И вот эти ингредиенты мы будем использовать. Как я и говорила, начинка может варьироваться от ваших вкусов и предпочтений. В этом видео я уделяю внимание именно, как, собственно говоря, приготовить именно с такой начинкой. Итак, теплый отварной белый круглый рис. Нам с вами понадобится 1 пиала, около 200 грамм. Туда добавляем немного соли, буквально щепотку по вашему вкусу. Затем кунжутное масло, пол столовой ложки и кунжутные семена, тоже буквально щепотка. Кунжутные семена должны быть обжаренными. И теперь мы все хорошо перемешиваем. Теперь нам нужно с вами подготовить любой, например, бамбуковый коврик или силиконовый коврик, который нужен для заворачивания роллов. Водоросли, нори или для кимпаба. Нам понадобится один лист. Кладем блестящей стороной вниз и рифленой стороной наверх. Отступаем с вами снизу и сверху у листа водорослей, делаем отступы и распределяем рис по поверхности листа водорослей. Очень толстый слой делать не нужно. Теперь к тому краю, который ближе к вам, здесь вы начинаете закладывать начинку. Маринованный желтый дайкон, это данмучи, 1 полоска, яйцо, 2 полоски или 1 полоска. Как делать такое яйцо, линк здесь вверху, а описание это указано в другом видео. Затем морковь, где-то пол моркови нам понадобится, ее нужно тонко нарезать и немного обжарить на растительным маслом с добавлением соли. И далее мы также закладываем огурец, где-то 1/3 огурца, его тоже тонко нарезаем, не используем мякоть. И немного солим, выдерживаем 20 минут, и он уже готов к тому, чтобы его можно было закладывать в начинку. И теперь поинт сегодняшнего блюда. Это жареный фарш с кочуджян пастой. 2-3 столовые ложки. Как готовить это, линк уже был приведен и будет также в конце этого видео. Видео бы получилось очень длинным, если бы я здесь это показывала. Поэтому посмотрите видео отдельно о том, как это приготовить. Все, заложив в наш ролл, теперь нужно его завернуть. Показываю я все в реальном режиме, реального времени, точнее даже немного замедленно, потому что обычно спрашивают, как его заворачивать. Это самое трудное в том, чтобы приготовить ролл. Надеюсь, я показала достаточно понятно. Завернув ролл, нам нужно его немного смазать кунжутным маслом. Вы можете делать это в перчатках или просто руками, как вам удобно. Наносим буквально немного на поверхность ролла и затем посыпаем его сверху кунжутными семенами. Поскольку ролл будет смазан маслом, они к нему должны прилипнуть. Теперь мы нарезаем его кусками шириной где-то около 1 сантиметра. Берите очень острый нож, но будьте, конечно же, аккуратны, когда нарезаете. И вот такую вот красоту мы с вами получаем. Теперь мы переходим ко второму способу, тоже с острой чили пастой кочуджян. Там был приведен список ингредиентов, которые использую именно я. Теплый отварной белый круглый рис. Нам понадобится опять 1 пиала, это на 1 ролл, и обжаренный фарш. Можно с овощами. Тоже 1-2 столовые ложки. Это по вашему вкусу. Затем водоросли, нори или для кимпаба я тоже добавляю в рис. Это опционально, это можно пропустить. Я его складываю в несколько раз, разрезая ножницами, достигаю нужного размера. Для меня, по моему вкусу и предпочтению, можно нарезать более мелкими кусочками, а можно вообще использовать уже готовую кимкару, обжаренные
водоросли, которые можно купить и в корейском магазине. И теперь острая чили паста кочудян. Это паста заводского производства, корейская. И острую чили пасту можно приготовить также самому дома. Линк здесь вверху, как это можно сделать. Вообще, в принципе, вот эта паста своя домашняя, она на 99% практически не отличается от заводской, если будете следовать моему рецепту. И нужна она нам в объеме 1 столовой ложки. Как вы видите, они просто немного отличаются по цвету. Заводская немного более темнее. Ну и вкус немного более насыщенный, чем у домашней. Теперь, добавив кочудян, мы все хорошо перемешиваем. Теперь нам опять нужен будет лист водорослей, 1 нори, или для кимпаба мы кладем его на коврик рифленой стороной вверх и распределяем рис по поверхности листа. Не забываем сделать отступы вверху и внизу. Внизу отступ чуть меньше, чем вверху. И теперь закладываем начинку. Опять же повторюсь, что начинка варьируется от ваших предпочтений. Это может быть вовнутрь также добавить сосиски, ветчину, шпинат и вообще все, что вашей душе угодно, как в пиццу. Яйцо. 1-2 полоски, можно даже 3, вот если сможете так хорошо его завернуть, такой пухленький. Затем морковь и огурец. Прежде я оставляла линк тоже вверху, как можно приготовить вот такое яйцо, как его сделать. Это было в другом видео про кимпап у меня уже, я здесь не стала все это повторять, а уделила внимание именно тому, чтобы показать вот эту начинку с использованием чили-пасты кочудян. Теперь мы заворачиваем ролл, все так же, как и в прошлый раз. В Корее женщины вообще умудряются делать это без ковриков, голыми руками. У меня нет такой степени мастерства. Как и в прошлый раз, мы наносим немного кунжутного масла на поверхность ролла и затем посыпаем его кунжутными семенами, обжаренными, буквально щепотка. Перед подачей еще раз уже нарезанный ролл тоже можно посыпать немного кунжутными семенами. Нарезаем кусками шириной где-то около 1 сантиметра, и все, можно подавать к столу. Конечно, вы понимаете, что блюдо это островатенькое, то есть оно острое, учитывайте это. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!